Всем привет, ребята! Я знаю, что вы заждались нового челленджа, нового вызова для вашей новой мышечной группы. Многие из вас писали, что они хотят челлендж для ягодиц, для ног, но, ребят, давайте наберемся терпения, это все обязательно будет. Мне кажется, давненько не было у нас упражнений для нашей груди и для наших рук. А какое лучшее упражнение для груди и рук? Конечно же, отжимания. Отжимания тоже можно немножечко усложнить и сделать вызов для себя, поэтому сегодня мы с вами сделаем 100 отжиманий. 100 отжиманий. Мне кажется, это какая-то невообразимая мечта и невообразимая нагрузка для ваших мышц. Но опять же, не все так просто. Я придумала немножечко такую интересную схему для ваших отжиманий. Мы с вами будем делать 10 повторов, но не на время, как мы делали это с планкой. То есть 10 подходов, 10 повторов, получается 100 отжиманий. Опять же, не все так просто. Мы не будем с вами делать монотонно одно и то же упражнение, отжимания, так как вы абсолютно разные у меня, девчонки, и многие из вас вообще не умеют отжиматься. Этот же комплекс будет как обучающая версия того, как научиться отжиматься. У меня, кстати, есть ролик тоже по этому поводу, поэтому давайте меньше болтать и приступим к нашей первой десятке. Первая десятка будет самая простая, это будут отжимания от стенки. Мы подходим к стенке, я думаю, в вашем доме есть стена, может быть даже 4, поэтому мы подходим к стенке, ставим руки чуть-чуть шире плеч, на уровне вашей груди поставили, сразу же немножко отошли от стены, встали на носочки, подтянули живот, ваш корпус ровная линия, и мы отжимаемся как можно ниже. С выдохом немножко, не до конца выпрямляем руки. Опустились. 2, 3, 4, 5, корпус ровный, 6, 7, ниже опускаемся, 8, 9, 10. Это было слишком легко, может быть для кого-то сложно. И мы приступаем к следующей десятке. Ставим перед собой стул, у кого-то может быть это стол, то есть какая-то поверхность, к примеру, как вы видите у меня по колено, да? Становимся, руки опять же шире плеч, корпус ровный, потянули ягодицы, животик и отжались. Раз, 2, руки не до конца, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отступили от стула, от стульчика, все, что у вас есть, немножко отдохнули. Между подходами можете отдыхать около минуты, не больше, чтобы действительно эта тренировка была эффективной для вас, хоть бы какой-то вызов был для вас. И мы приступаем к третьему упражнению. Опять для этого потребуется нам стул. И мы будем так же самое отжиматься, но немножко нужно усложнить упражнение. Поэтому, когда мы будем с вами отжиматься, опускаться, да, мы поднимаем одну ногу. То есть раз, поехали, 2, 3, 4, корпус ровный, 5, 6, 7, 8, еще чуть-чуть, 9, 10. Фух, уже встаем. Так что, как вы видите, мы с вами начинаем с самого простого варианта, с отжиманий от стены, потом у нас уже идет какая-то поверхность, и теперь уже в четвертом подходе, да, уже пошел четвертый подход, мы опускаемся наконец-то к обычным отжиманиям, и у нас будут отжимания на коленках. Мы становимся в то же самое положение, руки у нас чуть шире, чем плечи, становимся в такое положение, чтобы корпус у вас был ровный. Вот смотрите, сейчас я стою неровно, у меня сейчас попка вверх поднята, да? Мы подтягиваем копчик к себе, напрягаем пресс, смотрим все время вниз и теперь опускаемся. Не до конца. Выдох. Локти у нас не щелкают, немножечко не достаем, да? Как будто вот пружинка небольшая. И 2, 3, 4, выдох. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Молодцы. И теперь, конечно, когда вы начинаете с таких упражнений, вам уже гораздо сложнее, потому что вы уже заранее убили ваши руки. Поэтому у нас будет сегодня 10 подходов, и мне кажется, вам уже страшно, что будет в 10-м повторе. Ну что, отдохнули, начинаем усложнять, да? Это у нас уже 5-я десятка. Мы опять опускаемся к отжиманиям на коленках, но поднимаем одну ногу, да? И поехали. Раз, поставили, вторая прямая. 2, поставили, 3 и 4, поменяли, 5, поменяли, 6, и еще, 7, 8, 9, еще, последний, 10, руки уже начинают гореть, я знаю. Еще немножко отдыхаем. Так, следующее наше 6-е упражнение. Для этого мне потребуется степ-платформа. И, конечно же, если у вас нет степ-платформ, вы можете соорудить 2 упора из стопок книг. Поставили книжки себе. У меня они очень большие, получается, да? На таком расстоянии, чтобы вот ваши руки здесь стояли. То есть, что мы делаем? Мы делаем себе такую возвышенность для того, чтобы мы могли еще больше опуститься. То есть, если мы больше опускаемся, то есть наша амплитуда движения становится еще больше, а значит, грудь задействуется еще лучше. Улучшаем, усложняем упражнение. Поехали. Следующая десятка, 6-й подход. И опустились ниже. Раз. Ниже. 2. 3, 4, 5 и 6. Еще чуть-чуть. 7, 8, 9 и последний. 10. О да, о да. Вот теперь вы почувствовали, да, что немножко растянулись грудные мышцы, руки уже получше работают. И, конечно же, это все гораздо сложнее, кажется, после таких предыдущих упражнений. Можно немножко растянуть ваши руки, растрясти ими, но ненадолго, потому что следующее упражнение, 7-й наш подход, будет тоже немножко сложноватым. Упоры с книжками возвышенности вам больше не нужны, и мы становимся в то же самое упражнение, в положение на коленках. Сейчас мы будем играться с положением ваших рук. Узкое положение рук и широкое положение рук. Если вы помните, когда я вам рассказывала про отжимания, это значит то, как задействуются ваши руки. Чем уже стоят ваши руки, тем больше работает трицепс в ваших отжиманиях. Чем шире работают руки, тем больше задействуется ваша грудь. Поэтому давайте начнем. Тоже 10 раз. Ручки узко. Поехали. 1, 2, узко. 3, 4, 5, быстрее, 6, 7, 8, 9, последний, 10. О да, это было сильно. Что у нас осталось? Еще 3 подхода. Осталось еще совсем немножечко, и мы приступаем к следующему упражнению. Мы все еще остаемся с вами на коленках и постараемся сейчас немножко разнообразить тоже наши отжимания. Если мы с вами игрались вот таким вот образом, то есть сделали шире руки и уже, теперь мы с вами будем делать одну руку спереди ставить, вторую сзади. То есть немножко вот такое положение, потом в центр, потом опять так. То есть вы поняли, я надеюсь, да? Итак, мы стали на колени. Рука одна сюда, вторая сюда. Отжались. Раз. Поменяли руки. 2. Поменяли ручки. 3. И 4. Все, продолжаем. 5. Поменяли. 6. Корпус ровный. 7. 8. Еще чуть-чуть. 9. И 10. Встали. Фух.
Еще, ребята, еще чуть-чуть. Еще осталось 2 подхода. Мы уже с вами сделали 80 отжиманий. Осталось всего лишь 20. Что там? Совсем чуть-чуть осталось. Теперь мы с вами наконец-то убираем наши колени и будем переходить уже к более сложному упражнению, более к ровному положению вашего тела. И что мы делаем? Мы становимся на ровные ноги. Смотрите, встали, опустили, легли полностью, подняли ваши руки. То есть, когда вы подняли руки, лопатки мы сводим. И опять встали, выжали себя, опустились. Это 2. Поехали вместе. И 3. Руки наверх. Встаем ровным корпусом. 4. И 5. 6. 7. 8, 9, 10. Фух. Да, это уже почувствовалась нагрузка. И что ж, нам осталось последнее упражнение, и это будет 100 повторений отжиманий. Вы только себе представьте. Я не буду вас сейчас мучить обыкновенными отжиманиями на ровных ногах, потому что уже, наверное, все думают: Таня, прекрати издеваться надо мной. Мы сейчас с вами сделаем небольшое статическое упражнение, якобы планку, но с элементом отжимания. То есть мы становимся с вами ровно, на ровные ноги, расставляем руки на ширине плеч и немножко опускаемся. То есть делаем небольшой наклон, угол в ваших локтях и держимся в таком положении 10 секунд. Я считаю, мы с вами вместе стоим. Итак, становимся мы в ровную планку, корпус наш ровный, сгибаем локти и стоим. 1, 2, почти, 3, Миссисипи, 4, Миссисипи, 5, стоим, 6, 7, 8, 9, 10. О боже! Ну что, это был суперский классный челлендж. Я надеюсь, вы его выполнили. Даже если у вас что-то не получилось, и если вы сдались даже на 2-м упражнении, не расстраивайтесь. Все дело в том, что вам необходимо просто укреплять ваши руки различными силовыми упражнениями, с гантелями. Возможно, вам просто нужно, опять же, проделать весь этот путь, но не такой, допустим, быстрый, как это мы сделали с вами сегодня. А если вы сделали весь этот комплекс, весь этот челлендж вместе со мной, то вы должны собой гордиться, и теперь все можете сказать, что вы можете отжаться 100 раз, но мы никому не скажем, как мы это с вами сделали. Так что обязательно ставьте лайки этому видео, делитесь этим видео в социальных сетях, выполняйте эту тренировку, пишите, что вы хотите увидеть в следующем челлендже, и мы с вами встретимся в следующей тренировке, в следующем видео. Всем удачи, пока-пока!